Дорогие козероги, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам любви и счастья, здоровья и денег побольше. Пришло время записать гадание на год. Козероги открывают год, козероги именинники, поэтому с вас начинаю. Давайте заведем нашу уже известную шарманочку. Год она стояла без дела, работает или нет, я не знаю. Послушаем. Волшебная музыка. Карта Таро Кроули, гигантская Кроули у меня для Козерога. Настроимся на лучшее. Думайте о хорошем. И колесо фортуны по традиции вытащим, да, для начала. И, собственно, мы хотим узнать, насколько близко фортуна, насколько близко удача, везение, космет. Мне нравится болгарское слово космет, которое я не могу никак правильно произнести. Насколько близко фортуна для вас? Вот чем раньше выпадет эта карта, колесо фортуны, тем, значит, козероги везучие в этом году. Пока нет, смотрите. Ну, не половину колоды, но сколько-то мы уже достали. Нет колеса фортуны. Опа! Вернуть. Где колесо фортуны? Привычная схема. Это будет гадание на 12 домов гороскопа. Все расскажу абсолютно. Даже больше, даже то расскажу, что вы вообще и слышать не хотите. Гадание честно, откровенное. Боюсь, что может получиться длинным. Вот вы сейчас уже видите, какой продолжительности гадания. А я сейчас, начиная приступать, я понятия не имею, каким временем это все обернется. Ну, нет колеса фортуны. Малое колесико появилось, четверочка жезлов. Колесо фортуны. Нам нужна эта карта. Мы не можем остановиться. Но посмотрите, Кроули, как вообще, нравится ли вам эта колода? Вот вы сейчас смотрите на эти картиночки. Чувствуете, отзывается вам или нет? Гадание, естественно, для всех козерогов, оно общее. Ну, а насколько оно ваше, ориентируйтесь, ну, вот хотя бы по колоде, можете смотреть, вот, по вашим ощущениям. Ох, я чувствую, такое нас откровение, такое волшебство ждет. Ну, нету колеса, нету колесика. О, вот оно появилось. В это время мы гадаем сейчас, это конец декабря, вообще зима. Это самое время, это тот самый идеальный сезон для того, чтобы прикасаться ко всяким оккультным вещам, для того, чтобы гадать, предсказывать будущее, разбираться с прошлым, разбираться с собой, не знаю, и так далее. Колесо фортуны самое мистическое, загадочное, самое, кстати, сложно читаемое в некоторых комбинациях карта, но я для вас ее вытаскиваю как послание удачи, как для притяжения удачи. Пусть эта карта вот таким своеобразным магнитом послужит для счастья в вашей жизни. Прошу, задавайте вопросы, задавайте про себя или вслух. Вот все, что вы загадаете, все, что вы правильно попросите у Вселенной, она вам обязательно даст. Ищите и найдете. Просите. Итак, про вас рассказываю. Ого. Так. Решитесь. То есть основной ваш портрет – это решимость. Такой поступок совершите, от которого сами от себя не ожидаете. Очень резкий шаг, направленный, ну, о чем здесь речь идет? Поменять себя, поменять судьбу, раскрыть какой-то свой талант, наконец-то решиться и быть другими. Вообще, конечно, это время самореализации у вас. Удачный будет совет карт, да? То есть удачной будет самореализация. А чем рискованнее вот перемены в себе, даже, может быть, во внешности, в своем теле, организме, чем рискованнее, тем они с большим ускорением, с большим топливом, с большей энергией, значит, поднимаются, да, и выстреливают, так скажем. То есть здесь речь идет даже о каком-то продолжении. Продолжите, например, дело,
которые прежде отложили, потому что не было ресурсов. Откроются эти возможности. Как будто бы жизнь, судьба вдыхает, открывает вам второе дыхание там, где вы чуть-чуть сдались, подсдались, наверное. Козероги истины не сдаются, правда говоря. Деньги ваши. Стараюсь коротко, конечно, но сильно, уж совсем лаконично у меня не получится, потому что расклад очень большой, набирайтесь. Ну вот, знаете, перемены в себе неизбежно, наверное, влекут, всегда почти так бывает, перемены и в деньгах, в денежном статусе. То есть похлопотать о деньгах придется, но это, знаете, такие хлопоты очень ориентированы на будущее. То есть вы выбираете дословно, буквально новый путь, новую дорогу к деньгам. И, конечно, это будет к лучшему, потому что мы знаем, что все новое лучше старого. Это, кстати, китайская пословица. После сомнений, после тягостных раздумий, после, наверное, вот такого взвешивания очень земного, потому что Козерогом гадаем, вы все-таки решитесь. Вообще другой взгляд на деньги будет. Совершенно, видите, как будто бы другие расходы, другие доходы, вы как будто бы другой стороной вообще к этой теме поворачиваетесь. И это будет сложный достаточно путь. То есть карты не говорят, и я вместе с ними не говорю, что вот такая история сильно легко вам дается. Как раз-таки напротив, чье-то несогласие преодолеваете. Например, вас могут отговаривать или могут прямо вражеские, злостно вставлять палки в колеса. То есть отвоевать свой путь придется, отвоевать свой путь, отвоевать свое мнение, свое право в деньгах. И, может быть, здесь тоже речь идет о какой-то новой вашей проявленности, потому что, деньги — всепроникающая энергия, и в деньгах мы проявляемся, наверное, кстати, в первую очередь. Не сочтите это заявление чересчур циничным, но все-таки давайте так скажем, мы стоим столько, сколько нам платят. Все другие оценки — это все воздух, это все пыль. Так, Козерогам мы рады сообщить следующее еще. Смотрите, год из перемен состоит. Готовы вы? Если вы хотите сохранить положение вещей прежнее в жизни, бросайте смотреть это видео, может быть, чтобы не задать себе какую-то напрасную, случайную, лишнюю программу, потому что перемены, вы сами к ним, конечно, спешите, но последствия ваших поступков, вашего резкого такого выбора, последствия все-таки могут превосходить, понимаете, да, то есть они все-таки более неожиданные. Вот, повседневная жизнь у вас очень сильно поменяется, дорогие Козероги. Поменяется повседневная жизнь, порядок вещей, положение вещей, просто вещи вокруг вас, третий дом. И очень поменяются контакты. Люди, друзья, знакомые, вообще люди близкие, с которыми вы хорошо проводите время сейчас, станут другими. И такое тоже, это понятно, это обусловлено, если вы переезжаете, меняете работу, меняете профессию, конечно, люди вокруг другие, потому что совершенно другие интересы будут. Посмотрите, будете ездить на другой машине, будете жить в другом доме, возможно, да, будете, в общем, и смена гардероба, смена питания, может быть, да, когда вы, например, страну меняете, то у вас набор продуктов меняется. Это все третий дом, повседневная жизнь. То есть ваш быт станет другим. Это касается дома. Вот сейчас мы уже про дом конкретно говорим. Да, очень активный расклад. Очень. Но знаете, вы правы. Вы правы. То есть ваша решимость, поступок. Раз поступок, два поступок, мы уже увидели. Связанный с домом. Он будет очень правильный. Хотя снаружи покажется спонтанно. Видите, такой вот кусок, целый столб энергии вы затрачиваете, вы выплескиваете на
то, чтобы вот поменять дом или поменять нечто, связанное с домом. И эта страсть ваша утолиться может по-разному. Для кого-то это переезд, для кого-то это создание семьи, например, вообще перемены в семье, в каком-то своем семейном статусе. Но интересно, что происхождение вот этих вот перемен, это все-таки оно очень сознательное. Хотя мы в центр вытащили колесо фортуны, но все-таки здесь не судьба крутит вами, а вы судьбой, как бы это ни звучало, да? Счастливые карты, крупные карты, откровенные карты. Про любовь. Интересно вам или нет? Так, про любовь. Любовные отношения в новом году будут у вас спокойные, верные и какие-то такие очень предсказуемые, добродетельные, как вот правильное слово такое. Две карты, так или иначе, они описывают серьезные намерения партнеров относительно друг друга. Они описывают спокойное течение брака, восстановление отношений часто за счет того, что люди друг о друге заботятся и друг другу что-то дают. А здесь работа, вот эта восьмерка, вот эта тройка, тут работа, работа, учеба. То есть представьте, что в течение года вам придется спокойно, без натиска и какой-то драмы работать над своей любовью, над отношениями, над какой-то вообще романтической историей в вашей жизни. То есть, настолько плавно, это такой штиль, настолько плавное течение жизни, я бы сказала, такие карты хороши для тех козерогов, у кого пара уже есть, потому что, просто счастливый, добрый брак, дружба, доверие и совместные дела. То, что, наверное, вы ждете. Если нужно новое знакомство, возможно, карты, в принципе, это все предполагают, и карты, но не утверждают, да, то есть вот такого фатума, обреченности на любовь здесь нету. Новые знакомства, возможно, тоже серьезные, тоже какие-то такие довольно скучноватые местами, но это вот отношение все равно к браку и к созданию семьи. Далее работа, конечно же, ваша работа. Работа работается сразу. Работа работается. Хорошие карты выпадают. И они очень уместные вам попадают. Представляете, карты? Вот, посмотрите. Все в руках у вас горит. Вот будет ощущение того, что вы на своем месте. Вот представьте, человек на своем месте. То есть вы очень хорошо знаете дело, которым занимаетесь. Вы с любопытством, с жаждой ходите на работу. Даже что-то, пусть беспокойные новости, связанные с профессией, с бизнесом, но встречаете просто на ура, потому что вы именно этого хотели. Новая работа тоже ищет вас так же, как вы ищете ее. И если случится выход на новую работу, вообще новое какое-то занятие, если будет в этом году, то оно будет очень надолго, хотя придет в вашу жизнь срочно и случайно. Давайте поговорим про счастье козерогов в браке. Готовы вы к такой теме или нет? Счастье в браке. Насколько оно рекомендовано или уместно, или близко. Партнерский дом, партнерские отношения. Но хочу про брак сказать, потому что это все-таки, наверное, основное для многих. Так, счастье в браке. Вообще брачные перспективы какие? Активные. Нового партнера для брака многим предложит судьба. Прямо вот нового, действительно, новое какое-то знакомство. Страсть, дороги, совместное, может быть, взаимное какое-то непонимание, но которое можно все-таки преодолеть. Нового человека, новое лицо предлагают вам судьба в качестве партнера, в качестве кандидата в мужья. Впрочем, карты эти не про брак. И вообще течение самых разных партнерских отношений
такое может быть остренькое, какое-то прерывистое. Но это интересно, и это очень ярко. А, кстати, посмотрите, что у вас вот здесь вот в первом доме король жезлов выпадает. Это для девочек-козерогов вот отдельное указание. Мужская фигура. Мы бы хотели его вот здесь увидеть, но здесь есть принц жезлов, да, здесь рыцарь жезлов, потому что в Кроуле это рыцарь называется. Поэтому здесь, ну, в общем, довольно явный портрет какой-то мужской. В общем, одни не останетесь. Другое дело, что чья инициатива? Страсть вроде бы как встречная, но этого человека много в вашей жизни, в вашей судьбе, в вашем сердце, в вашей голове этого человека будет много. И много беспокойства. Видите, партнерские отношения много беспокойства вам несут. Интересно, что карты даже какие-то альтернативные. Вот как вы истолкуете? Скажите мне, вот про любовь мы видим все застойно и тихо, да? А вот про брак все скорее, ну, беспокойно, да, и непредсказуемо. Разные сценарии здесь можно предположить, но, наверное, чтобы вы не заскучали. По крайней мере, отношения явные, яркие, честные, открытые. И даже споры открытые. Небольшие конфликты, но споры. Непонимание на словах. Что-то такое на вербальном уровне происходит. Странненькое. Да. Далее. Займы, кредиты, долги. Ждите помощи или вообще какой-то поддержки. Видите, прямо вот появляется человек, который ваши, например, трудности или просто вопросы с деньгами, не знаю, пытается решить, разводит руками. Тучи разведу руками. Видите, выход с большими деньгами, это продажа, может быть, чего-то или крупная покупка. Выход находится буквально, особенно если кризисная ситуация, через помощь одного конкретного человека. Интересно, что этот же человек может быть в вас влюблен. Это может быть ваш какой-то жених, потому что это все-таки рыцарь кубков, понимаете? Кто-то широким жестом может очень хорошо вас выручить именно в денежной какой-то истории, ситуации. А дальние дороги, скажите, так много перемен, дальние дороги-то, которые я вам так рекомендовала. Ну, от планов, связанных вот именно с дальними дорогами, скорее придется отказаться. И причем, знаете, почему отказаться? Потому что вот и здесь хорошо. Настолько шансы велики состояться на месте, не сходя с места, что вроде бы как уезжать далеко и не хочется. Да, лучше пересмотреть планы, связанные с учебой, отказаться, передумать, выбрать что-то другое. Далее, конечно же, карьера ваша. Как она выглядит? Как выглядят ваши карьерные дела? Практически идеально выглядят карьерные дела. Это то, что Козерогу нужно, интересно, больше всего. То есть карьерные достижения, какое-то новое положение, новая должность у вас есть. Но вам это почему-то не нравится. Как будто бы вы достигли не того, чего хотели. То есть назначение на новую должность может быть не вовремя, может быть не то, к чему вы стремились. То есть, знаете, по свершениям, по объективной какой-то части все прекрасно, все великолепно. То есть явно профессиональная жизнь и карьерная жизнь блестящая. Но есть чуть-чуть издержки, чуть-чуть какие-то оговорочки именно по настроению. Будьте разочарованы. Можно разочароваться, наверное, новой должностью, если вы к ней стремились, а там на ней уже оказалось не так удобно, например, да? Но, тем не менее, здесь император у вас выпадает, то есть действительно вы серьезного какого-то положения достигаете в это время, назначения. Насколько козероги будут у нас популярны и насколько есть шансы у вас вообще
снискать славу, внимание у людей. Да, безусловно, безусловно, да. Я вам даже скажу больше. Все ваши общественные работы, вся ваша вот вообще работа в группах, контакты с людьми, для многих это с работой, конечно, связано. Все это еще очень хорошо конвертируется, оплачивается и приносит вам деньги. Если есть планы какие-то новые у вас на этот год, такие вот с коллективным разумом связанные, например, с интернетом, например, с соцсети, какие-то свои аккаунты, какие-то страницы, то карты благословляют вас и говорят, что это максимально подходящий момент вот для того, чтобы, видите, это люди, которые с симпатией к вам относятся и еще и несут вам деньги, да, какие-то, еще это в 11 доме, то есть какой-то очень блогерский такой вот набор здесь есть, но вообще в целом новые знакомства, обращайте внимание, они очень полезные, материально полезные, по деньгам. Буквально карты описывают набор людей, спешащих к вам, чтобы отдать вам свои деньги, чтобы вас как-то обогатить. Хороший прогноз для клиентского бизнеса, конечно же. Как-то все почти что идеально, я бы сказала, с переменами год, но это перемена к лучшему. То есть здесь нет конфликтности, все-таки такой и внутренней конфликтности, что очень важно. Обойдется ли год без тайн и тайной деятельности? Да нет, наверное, не обойдется. А все-таки определенного рода соблазны будут и определенного рода такая неочевидная, что ли, борьба. Нет противостояния, нету явных и скрытых врагов, по крайней мере, опасностей вот от конкретных людей. И тем не менее, сомнения и какой-то такой выбор, который вот, о котором не проговоришься, который не озвучишь, он в душу вашу, душеньку как-то обретет дьявол в 12 доме. То есть вот какие-то вы наживете обременения очень глубокие такие, исповедальные, я бы сказала. То, что только на исповедь понесешь. Это необходимость что-то скрывать, да, возможно. Насколько тяжкое бремя? Такое бремя средней тяжести. И в целом, конечно, раздумий будет много. Выбора, в котором приходится включать вот буквально, знаете, такие глубокие глубины души, да, глубокие какие-то слои. Выбор, связанный с совестью. У Козерога трудный выбор, видите, связанный с совестью, и вообще с оценками происходящего и с оценками себя. Какой вывод мы сделаем из этого расклада, дорогие Козероги? Прекрасно буквально все. Некоторые дискомфорты в связи со сменой денежных потоков, денежных масс благополучно переживете, работой будете довольны, карьера достигается практически здесь какие-то любые высоты, набор тузов отправляет на подвиги, особенно когда они связаны у вас с домом и семьей. Любовный прогноз получился несколько двойственный, несколько такой вот, знаете, как будто бы с двух сторон полярный, да, расклад. Но знаете, что я думаю? Здесь могут у вас описываться отношения просто с разными людьми. Вот с одним человеком так у вас история протекает, а с другим вот эдак вот. Чего я вам, в принципе, желаю, потому что выбор, он, в принципе, всегда должен быть. От чего карты предостерегают? Да, практически ни от чего. Планы могут поменяться внезапно, или скорее нет, ожидаемо, только лишь связанные с дальними дорогами. Но одну карту, давайте вот одну карту, чтобы так, как напутствие на год, хорошо? Общий совет для Козерога. Пока я вижу, что все прекрасно. К
чему стремитесь, все получите. Так, напутствие для вас. Ого! Гармония. Это карта Мир, 21 аркан. Карта завершает ряд старших арканов. И, естественно, ключевое слово здесь завершение. Поэтому, да, какой-то кусок, этап жизни неизбежно завершится. Это нужно принять, к этому нужно быть готовыми. Но в целом карта обозначает такую вот гармонию. Год гармоничный. Год с переменами, да, однако вот этот пазл складывается. И, в общем, все оказывается на своих местах. И вы оказываетесь на своем месте. Дорогие козероги, еще раз хочу вам пожелать всего наилучшего в новом году. Увидимся.